Почему многие изучающие язык жалуются на то, что застревают на уровне B2, им сложно продвинуться дальше? Я сама владею русским, английским и испанским на уровнях C1, C2, изучаю языки уже более 20 лет и преподаю их более 10. Довольно часто я сталкиваюсь с этой проблемой у своих учеников. И со временем, работая с разными людьми и опираясь в том числе на собственный опыт, мне кажется, я пришла к возможным ответам на этот вопрос. Итак, в чем же дело? Первое. Мы не можем прыгнуть выше уровня нашего родного языка. Звучит обидно, но во многом это так. Несмотря на то, что общеевропейская шкала уровня не применяется к носителям, все мы понимаем, что даже среди них существуют разные уровни владения языком. Для этого не нужно проходить тесты, нам достаточно просто послушать человека несколько минут или немного с ним переписываться. Иногда достаточно просто заглянуть в комментарий под каким-то YouTube-видео, чтобы увидеть, как сильно различаются стили и уровни грамотности даже среди носителей одного языка, например, русского. Пока мы учимся в школе, нам приходится много читать и писать, развивать речь в дискуссиях и дебатах. Но многие, к сожалению, на этом останавливаются. Если не работать с языком, навыки со временем теряются, и это касается в том числе и родного языка. Чтобы поддерживать высокий уровень, нужно развивать навыки аргументации, читать сложные тексты, осмысливать прочитанное и по возможности обсуждать его. Без всего этого наш родной язык со временем грамматически упрощается и лексически обедняется. Мы начинаем формулировать мысли одними и теми же конструкциями, синонимы как-то постепенно как будто исчезают, и в итоге речь становится очень шаблонной. Я думаю, что в наше время идет настоящий кризис родного языка, потому что книги часто заменяются короткими перерассказами, на ежедневной основе читаются только посты в социальных сетях, и в результате мозг постепенно отвыкает обрабатывать длинную и сложную информацию. А на уровне выше B2 язык именно такой. Там сложные синтаксические конструкции, абстрактные темы, метафоры, диалектизмы. Номер 2. Резкий рост сложности без видимого прогресса. После B2 язык перестает быть учебной задачей и становится частью личности и мышления. До этого уровня прогресс обычно заметен. Мы выучили какую-то структуру или время и довольно быстро начинаем их использовать в речи или в письме. Освоили новые фразы и сразу стали немного лучше понимать. Но после B2 ошибок становится меньше, но они такие более тонкие и труднее уловимые. И их сложнее заметить и, соответственно, исправить. Они как раз и влияют на естественное звучание речи. В итоге у человека возникает ощущение, что он топчется на месте и прогресса нет. Это довольно частый сценарий, и хорошая новость в том, что прогресс есть, только он не происходит в соответствии с нашими ожиданиями. Номер 3. Комфорт текущего уровня снижает мотивацию двигаться дальше. Здесь мне вспоминается одна ученица, которая пришла ко мне в прошлом году, такая пожилая дама с прекрасным английским. Она обожала сложные задания уровня C1, разбор структур, анализ, объемные домашние задания. И вот есть люди, которым становится некомфортно, когда все как-то слишком просто. Им хочется сложности, вызова, какого-то дальнейшего развития, необходимости включать мышление, анализировать и решать. Это такое состояние, в котором мозг как будто постоянно недоедает немножко и требует новой пищи. Это вполне объяснимо, ведь когда мы справляемся с трудными задачами, чувство удовлетворения гораздо сильнее. И именно оно и создает внутреннюю мотивацию продолжать. Это работает не только в языках, но и во всех сферах жизни. С другой стороны, уровень B2 решает большинство практических задач. И у многих просто нет этого внутреннего запроса идти дальше. Но если хочется обсуждать жизнь более глубоко, обсуждать искусство, психологию, какие-то экзистенциальные вопросы, то есть такие сферы, где нужен более метафоричный язык и точная интонация, и тонкие смысловые оттенки, то B2 уже недостаточно. Номер 4. Неготовность внедрять язык в жизнь. После B2 особенно важно чувствовать язык, улавливать подтекст, намеки,
свободно переключаться между уровнями формальности, когда ситуация этого требует. И вот этому невозможно научиться только через изучение правил. Для этого нужен постоянный контакт с языком, сотни часов чтения, аудирования и регулярное общение с носителями. Но у всех нас всего 24 часа в сутки, и поэтому приходится сознательно переключать части своей жизни на иностранный язык, иметь четкий план и хорошую организацию, чтобы извлечь максимум из погружения. Для многих это серьезная задача, и не все готовы испытывать такой уровень дискомфорта. И это действительно дискомфорт, поскольку результат такой отложенный, и не всегда понятно, когда именно он наступит. Особенно это актуально для тех, кто изучает свой первый иностранный язык и еще ни разу не испытывал этого ощущения. И номер 5. Неготовность менять стиль обучения. Этот пункт логично происходит из предыдущего. Самая частая ошибка в изучении языков – это попытка учить язык так же, как, например, историю или биологию, то есть через накопление знаний. Язык – это прежде всего навык и совокупность умений, а не только знаний. Эта проблема встречается и у начинающих, и у учащихся высоких уровней. При этом именно вторые могли бы получить наибольшую пользу от погружения и работы с контентом. Классическое изучение языка на высоких уровнях уже малоэффективно. Основной упор нужно делать на сложное аудирование и чтение, на замечание устойчивых оборотов, паттернов и способов выражения мыслей, и через дальнейшие попытки применять все эти вещи в своей речи. Таким образом, потолок после уровня B2 – это чаще всего результат сочетания сразу нескольких факторов. Ограниченного уровня развития родного языка, смены характера прогресса, комфорта текущего уровня, нехватки времени на глубокое погружение и просто нежелание менять привычный стиль обучения. Переход от B2 к C1, C2 часто требует перестройку мышления, привычек и образа жизни. Здесь нет быстрых побед и четко измеримого прогресса, зато есть постепенное накопление качества, глубины, точности и естественности речи. И именно понимание этого процесса помогает снять фрустрацию, принять временный дискомфорт и выстроить более реалистичные ожидания от продвинутых уровней владения иностранным языком.